Скажу честно, я тоже не остался в стороне. Atomic Heart покорил уже многих людей и многие сердца. Ведь первый самый трейлер вышел 4 года назад, и игру анонсировали именно 4 года назад, про то, что она якобы выйдет. Но никто про это даже и не знал. Но именно в 2023 году и в 2022 шум поднялся куда можно выше. Конечно же, и я узнал про эту игру совершенно, в 2022 году. Узнав, потому что поднялся хайп, в YouTube стали попадаться в рекомендации ролики про Atomic Heart, обзоры, и стоит ли ждать или же нет. Ну и почему бы и мне не сделать ролик подобного жанра. Игра, в принципе, выполнена в стиле СССР, и выглядит она вполне себе классно. Игра выполнена очень хорошо, все происходит в Советском Союзе. Вообще, эти времена всегда неисчерпаемы. Большинство наших игр, конечно же, малоизвестны, но все-таки берут оттуда свои корни. Ведь потому что большинство игр связаны с СССР, про то, что про их тематику мало знают люди, точнее быть дети 2000-х, то бишь я. Я, конечно же, не жил в Советском Союзе, но игры подобного жанра про то время, когда меня не было, что произошло, почему, зачем и как дальше все развивалось. Конечно же, Atomic Heart происходит в альтернативной вселенной. Предыстория: все происходит в 30-х годах альтернативной вселенной с СССР. Также один ученый создает свою лабораторию и создает роботостроение. Но в связи с войной, Великой Отечественной войной, Второй мировой, этот проект прикрывают. После, когда война выиграна в СССР, кто-то должен работать на заводах, на каких-то медицинских предприятиях, и прочие рабочие очень сильно нужны, поскольку не хватает рабочих рук. И в итоге проект роботостроения возвращают в жизнь. Производят роботов разного жанра, и защитников границ, и прочее, и докторов, и нянек, всяких роботов, каких только. Вы скажете, почему же тогда главный герой воюет с роботами? Ведь по сути они нужны, чтобы делать благое дело. Я вам скажу, происходит то, что многие могли себе не предвидеть. Происходит восстание роботов. Конечно же, я не знаю, из-за чего оно произошло, но, в принципе, как мои догадки, походу верны, кто-то сделал это. Конечно же, я не знаю, какая ему от этого выгода, но, скорее всего, какая-то и есть выгода. Также наш главный герой, который участвовал во всей этой военной заравухе, он приходит в действие, то есть все события происходят. В данной игре мы познакомимся с многими персонажами, с многими роботами, мы узнаем многие слабые места, многие лазейки и так далее. Также игра прям всех зацепила, и называется оно «Анатомическое сердце», или же Atomic Heart. Мне проще на русский. Atomic Heart, то есть «Анатомическое сердце». Ведь так намного как-то яснее. Также у нас есть большой арсенал оружия. Также в игре мы можем садиться на наш отечественный автопром, то бишь самого СНГ, или с СССР. Мы можем сесть в этот же Москвич, еще какую-то машину, например, Газон какой-нибудь, и там играют музыки тех времен. Да, я, конечно же, был очень шокирован, когда посмотрел 14-минутный геймплей. Я видел, что там очень полно роботов, и главный герой, убивая другого, уже должен как-то быстренько переключиться на другого. Или же он ведет бой сразу с несколькими. Да, роботы они не сильно, но все-таки роботов там большое количество. Там есть разные, и бензопила, и обычные киборги, и экскурсоводы, и ежики, то есть и военные роботы, и все. Но, конечно же, наверняка всех зацепили две эти милашки прекрасного пола. Их называют близняшками. Они у нас считаются телохранительницами. Они очень опасны. Вроде как, главный герой как-то с ними находит контакт, и вроде как они ему сильно так не повредят. И сделали молодцы разработчики, как их различить. Они у нас по сути одинаковые, но на одной надета кофта. То есть мы можем различить. Также многие задаются таким вопросом, в чем у них такого, просто есть тело, а лица нет. Сама и фишка, что все выглядит прям как у настоящей
прекрасного положения. Выполнено все очень хорошо, игру я жду, конечно же, вы можете сейчас оформить предзаказ. Я знаю, что на VK Play можно смело сейчас оформить предзаказ. Это не реклама, если что, просто подсказываю людям, которые хотят поиграть, если же вам позволяют. Также у нашего главного героя есть еще сверхспособность. Это называется полимер. У его правой руки есть как бы отверстие, и из него там выходят провода. По сути, это сверхспособность. Мы можем ее обменивать и комбинировать с несколькими сверхспособностями. Это очень хорошо. Разработчики молодцы. Если что, разработчики отечественные. Конечно, очень мало перечислить разработчиков наших отечественных, потому что, все стремятся играть в что-то заграничное, что-то, что хайпануло. Но очень редко, что что-то делают наши разработчики. Я слышал о многих проектах, которые только-только анонсируют игру, они даже не обещают, что она выйдет, а шум уже поднялся. Я многие такие игры слышал, и еще Resident Evil 4 скоро обещает выйти. И тоже я жду. В принципе, да. Также по Сталкеру все дела тоже, в принципе, можно ждать, или нет, в связи с что сейчас происходит, я не буду. Майор Мечаев Сергеев. Так зовут нашего главного персонажа. Я буквально сейчас несколько секунд вбил в интернет, и мне просто выдало сразу, что главного героя Анатомического сердца зовут именно так. У него очень стильная прическа, также я еще раз его озвучил, у него такая специальная форма, и военная, и повседневная, в принципе, очень. Также в игре нас не оставили и без мутантов и зомби. Да, у нас проводились тихоря эксперименты, и что-то не пошло по плану, и произошли некоторые технические шоколадки. У нас будут и мутанты, и всякие зомби. Почему бы и нет, я согласен, чтобы не расслаблялись в игре, а то роботы да роботы, хоть какое-то разнообразие да есть. В принципе, молодцы. Игра уже прям вызывает меня сделать предзаказ и ждать, когда она выйдет, и поиграть. Естественно, я вам рекомендую поиграть. А все почему? Потому что нужно игру ощутить, откусить, проглотить, ощутить ее вкус. Ведь мало ли вам игра может не понравиться. Ведь если же вы, как всегда, любите, есть любители таких людей, да, начинают сразу с нормального играть сложности. С нормального выбирают, и в принципе, и потом у них бомбит. Игра плохая, потому что вы не попробовали сначала поиграть на легком уровне. Ведь за углом стоит гиперопасный босс, а вы не ожидаете, что он сзади вас. То есть вы когда подходите, и он вас ударяет. По сути, вы этого не знали. А если бы на легком вы играли, он бы был чуть полегче, и вы... конечно же, я вас не буду учить, все в ваших руках. Сами вы играете, сами вы себе и строите правила. По сути, ждем, скоро, какого-то 21 февраля он должен выйти. Если же, как не любят у нас сейчас модно делать, переносить релизы. Да, я наслышан на этом очень часто, что многие у нас фильмы, аниме, например, еще игры часто переносят. Из-за чего это сделано для хайпа, чтобы, например, вот игра выходит, и чтобы, например, какой-то Егор сказал своему другу Диме, что вот выходит Анатомическое сердце. В итоге приходит дата релиза и пишут в этот же день. Блин, пацаны, извините, мы не можем выпустить в этом, в этот день. Мы выпустим через месяц или через 3, в эту же дату. Потому что у нас там, например, технические шоколадки по поводу одной музыки. Мы за авторские права не заплатили. Или же, например, мы увидели косяк у нас. То есть кнопка, например, у нас открыть дверь, а дверь уже открыта. То есть, есть. У аппарата, как всегда, был я, Дэнфоб. Всем спасибо за внимание и ждем Atomic Heart. Также не забываем ставить лайки, подписываться на канал. А на этом все. Всем удачи и всем пока. Miss Shaw, she said.